Всем огромный привет! Сегодня не будет никаких упражнений, никаких тренировок. Сегодня будет у нас вот такой вот состав. Делать я его буду уже третий раз. Все это использую на себе, пробую все на себе. Вот. Этот рецепт мне прислала моя подписчица, и было очень убедительно, чтобы я попробовала этот состав от боли в спине. И сказала, что он очень хорошо работает. Попробуйте. Значит, натираем на терке небольшой кусочек свежего огурца. Она рассказывала, что у нее после родов очень сильно болела спина. Говорит, если долго стою, потом, говорит, хочется согнуться, растянуть спину. Ну, в общем, были такие вот разные у нее боли. И кто-то ей посоветовал, или она где-то посмотрела, я в подробности не удавалась, вот об этом средстве. Я сделала 2 раза, не прошла полностью, нет, но облегчение действительно появилось. Что она сказала, что когда натрете огурец, сок нужно отделить. И вот в сок уже добавлять все ингредиенты. Сразу хочу сказать, друзья, я этого не делала. И вот сегодня я делаю 3-й раз вот этот состав. Сок не отделяю, потому что я думаю, если огурец снимает воспаление, то пусть будет полностью весь он. Также, друзья, хочу попросить, если кто-то из вас уже делал такой состав, уже вы пробовали, напишите, пожалуйста, в комментариях свои отзывы. Ну и также делитесь своими рецептами, которые вы используете от одной или другой болячки. Я думаю, очень многие мои зрительницы, мои подписчики пользуются народными рецептами. Ну, бабушки наши, прабабушки, прапрабабушки, ну не глупые были люди, да, и они делали вот всякие разные составы, всякие разные маски, вот, которые действительно помогали. Я тоже люблю такие рецепты, я всегда все пробую на себе в первую очередь, а потом уже рассказываю об этом кому-то. Теперь сюда я вот просто щепоточку добавляю красного перца и чайную ложку горчичного порошка. Если нет горчичного порошка, возьмите горчицу. Но порошок, хочу сказать сразу, это намного лучше. Это будет намного больше усиливать эффект. Давайте все хорошо смешаем. Это еще не все. Сейчас сюда будем добавлять растительное масло. Добавляем сюда столовую ложечку растительного масла. Теперь опять все хорошо перемешиваем. Когда хорошо перемешали, вот этот состав я оставляю, чтобы он настоялся где-то в течение 30 минут. Накройте его обязательно. Я его вот так накрываю пленочкой. Как раз сегодня снимаю видео и как раз этим составом сегодня еще один раз воспользуюсь. Она сказала, 3-5 раз сделаете и забудете про боль. Ну вот посмотрим. Теперь мне нужен лист капусты. Вот эту штучку толстую нужно срезать. И капусту можно или в кипяток отправить, чтобы она в кипятке несколько минут постояла и была мягче. Или же отбить молоточком. Вот, ну как хотите, или просто ее вот так можно помять. Так, капусту я поломала. Вот, желательно, конечно, чтобы этот листочек был ровненький, но у меня сегодня капуста неудачна. Ну ничего страшного совершенно. Время для вас пролетело незаметно. Теперь отправляю этот состав на капусту. Разравниваем его не по всей капусте. Вот, это все уже готово. Девочки, приготовить пленочку сразу надо было. Все готово. Что мы делаем дальше? На больное место мы наносим небольшое количество растительного масла, смазываем. Потом берем вот этот наш компресс и прикладываем к больному месту. Заматываем себя вот такой вот пленочкой хорошо. Утепляемся теплым платком или теплым шарфом. И так на 4-3 часа. Как рекомендует моя зрительница, вот этот компресс можно ставить на всю ночь. Но я не рисковала так на всю ночь ставить компресс. Тем более я знаю, что я люблю комфорт. И мне будет некомфортно спать с таким компрессом. Я бы все равно его сняла. Вот, поэтому я его всегда делаю
где-то на 4 часа, уже когда я не буду выходить на улицу, сделала этот компресс, все, 4 часа, и я его смываю, место хорошо промываю, смазываю обычным кремом для тела, утепляюсь опять, обязательно не ходите там в одной футболочке или маечке, тем более сейчас зима, утепляйтесь и все, можете ложиться спать, одевайте тепленький спальный свой гарнитурчик, тепленькую пижамку, все, и можно ложиться спать. Так, друзья, это я поделилась рецептом своей подписчицы, и сейчас хочу рассказать еще свой состав, как я тоже избавляюсь от боли, если есть боли в пояснице, в суставах где-то, что делаю я. Возможно, кто-то из вас тоже делал такой состав. Значит, 1 столовую ложку соды, записывайте, берите карандаши, записывайте. 1 столовая ложка соды, 1 столовая ложка соли, 1 столовая ложка меда и 7 капель йода. Это все нужно хорошо смешать. Накладываем на тряпочку какую-нибудь или на бинтик и прикладываем к больному месту. Вот на сустав, если у кого-то болят суставы. Утепляем это место хорошо и держим 20-30 минут. Потом смываем и опять это все утепляем обязательно, потому что компресс хорошо прогревает. Вот, поэтому после того, когда вы его снимаете, нужно обязательно это место укутать еще на какое-то время. Вот этим компрессом я очень часто пользуюсь, когда вот особенно в осенне-весенние периоды, да и зимой, бывает, крутят суставы, вот что-то там артрит или артроз о себе дает знать. Поэтому я пользуюсь таким составом. Ну и, конечно же, пробую сейчас этот. Также еще, друзья, от меня такой вот полезный лайфхак вам. Можно делать массажи с использованием каких-то лечебных масел. Также я, когда болит у меня спина, бывало прикладывала горчичники. Но я думаю, многие из вас тоже это делали. Также очень хорошо, когда принимаешь ванну из трав. Завариваете травки лечебные, добавляете в ванну и вот в тепленькой водичке там минут 20-30 полежали. Только область сердца должна быть свободна, не в воде. Вот. Также очень хорошо еще помогают согревающие пояса с солью. Да? Разогреваешь соль, делаешь как пояс и прикладываешь к больному месту. Из капусты я вам рецепт вот этот показала. Я вот это вот с ним встретилась впервые, не слышала о таком компрессе еще, но теперь уже и сама пробую. Вот. Также еще есть бальзам «Звездочка», с ней вы тоже знакомы. В ее состав входит очень много эфирных масел, вот, которые тоже помогают снимать воспаление. Вот. Можно пользоваться «Звездочка». Ну и, конечно же, что хочу сказать, это все, естественно, индивидуально. Вот, кому-то помогает, кому-то нет, вот, и смотря у кого какая заболеваемость и запущенность. Вот, и, конечно же, не забывайте о противопоказаниях. Вот, если кому-то это делать нельзя, то, понятное дело, вы его делать не будете. Также не забывайте, что может быть раздражение. Обязательно делайте тест на чувствительность, чтобы не было покраснений, не было ожогов, не было раздражения, зуда, там такое все. Вот. Конечно же, нужно сделать, если первый раз будете делать, вот, нужно сделать тест на чувствительность. Вот, я делала, у меня все нормально. Ну и, конечно же, друзья, очень хорошо делать растяжку. Это помогает уменьшить напряжение и болезненность в спине. И в следующем видео я обязательно покажу упражнения, которые помогают быстро избавиться от боли в спине. На этом у меня все. Вот. Желаю вам здоровья всем, всего самого доброго. Всем пока. Мы с вами встретимся в следующем видео.